Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас пришло время вернуться к нашей основной теме, к теме реабилитации после операции. Сегодня я так заглянула в комментарии, и там был вопрос по поводу прикладывания льда после операции. Один подписчик спросил, как правильно прикладывать лед после операции, а второй подписчик ответил. Я так, знаете, нажимаю на комментарий, смотрю, думаю, здорово, кто-то ответил, значит, этому подписчику, как правильно прикладывать лед. Захожу в комментарий и читаю, и понимаю, что ответ неправильный. То есть кто-то ответил, лед нужно прикладывать на 30 секунд периодически в течение дня. Я такая думаю, так, пора, наверное, поговорить на тему прикладывания холода. Давайте сегодня так кратенько я для вас сделаю резюме по поводу прикладывания холода, по поводу прикладывания льда. Итак, прикладывание холода в послеоперационный период. Здесь мы говорим первые недели после операции. Мы прикладываем каждые 2 часа лед, да, что-то холодное. Это может быть кубики льда, это может быть замороженные фрукты, овощи. Но обычно это простые кубики льда. Обертываем их во влажное полотенце и прикладываем на место, которое у вас было прооперировано, будь то колено, бедро, голеностоп, на 10 минут. Особенно рекомендуется прикладывать холод после выполнения ваших упражнений. Это первое. Второе. Для чего мы прикладываем холод, лед? Здесь основные 2 причины. Первая причина и основная причина – это снижение боли и воспаления в вашем суставе. Больше даже снижение боли в вашем суставе в послеоперационный период. То есть медикаменты, да, это хорошо, я понимаю, вы принимаете медикаменты, они снижают боль, но вторая основная рекомендация, второй основной способ снижения боли – это как раз-таки прикладывание льда на 10 минут. И вторая причина, почему мы прикладываем лед в послеоперационный период, это, конечно же, снижение воспаления в вашем прооперированном суставе. Вот здесь нужно понимать, очень важно, тоже такой момент. Прикладывание холода, льда в послеоперационный период помогает снизить воспаление в первые недели после вашей операции. Иными словами, если у вас прошло, давайте скажем, 2,5 месяца после операции, и с прикладыванием холода вы надеетесь снять отек и воспаление в вашем суставе, то вот здесь я вас хочу, наверное, огорчить. Это уже не так хорошо работает. То есть прикладывание холода как способ снижения воспаления, отека в вашем суставе, оно хорошо работает именно в первые недели после операции. Я бы сказала, в первые 2 недели после операции. Опять же, по моим наблюдениям, начиная с 3-й недели после операции, прикладывание холода вообще никак не снижает отек. Оно в какой-то мере снижает воспаление, но отек, который уже образовался в суставе, по-моему, лед вообще никак не снижает. Да, итак, подводя итог, прикладывание холода на 10 минут каждые 2 часа после операции, особенно после ваших реабилитационных упражнений. Первое. Прикладывание холода мы делаем для того, чтобы снизить боль на первом месте. Второе, чтобы снизить отек и воспаление, но опять же в первой неделе после операции. Небольшой подпункт. Прикладывание холода также возможно при наличии контрактуры. Это когда у нас идет затвердение сустава, и мы разрабатываем, как правило, разрабатываем сгибание колена. Обычно на сгибание колена. Прикладывание холода в этом случае можно делать на максимально согнутое колено. Допустим, вы разрабатываете сгибание и в конце вашего сеанса максимально сгибаете колено и прикладываем холод на несколько минут. Я рекомендую на 2 минутки. Это также такой небольшой подпункт
для чего можно использовать лед после операции. Все, надеюсь, я ничего не забыла, ну а если я забыла, конечно же, мои подписчики, которые у меня уже на канале несколько лет, дополнят в комментариях, если мы что-то забыли. Пожалуйста, оставляйте в комментариях, буду также благодарна тем подписчикам, которые дадут свой отзыв о прикладывании холода в послеоперационный период. Потому что, как вы помните, прикладывание холода у нас было точкой преткновения, то есть было много несогласных с момента, когда я начала об этом рассказывать. Но сейчас вроде бы ситуация получше, уже как-то воспринимается это, ну, лучше у меня на канале, да. Но все равно, пожалуйста, пишите ваши отзывы, чтобы другие подписчики видели, насколько это правильно и хорошо прикладывать лед в послеоперационный период. Все, прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока.